Всем привет! Это программа про волей на телеканале «Старт». Из названия следует вполне логично, что программа наша не про софтбол, не про шахматы, не про го и не про лакросс. Наша программа о прекрасном виде спорта, о волейболе. И мы 1,5 года собирались с мыслями, чтобы начать ее уже наконец-таки делать. И обычно обещанного 3 года ждут. Это от мужчин, от женщин и того больше. Но мы справились за 1,5 года, мы молодцы, и мы рады начать. Всего ничего, быстро сообразили. Леди и джентльмены, это Эмма Гаджиева, а это Тарас Тимошенко. Что объединяет нас с волейболом? Мы решили найти пару простых примеров. Ну, во-первых, у Эммы есть отличные фотографии с Ильей Власовым, на которой Эмма как бы есть, но ее там как бы нет. Это моя лучшая фотография, там прекрасно получилось. А у меня есть отличные фотографии с гипсом, который я заработал, играя в волейбол. Вот. Я думаю, что этих примеров достаточно. Можно начинать. С чего начнем? Ну, я думаю, нужно начать с самого главного, с того, что происходило в наших суперлигах в минувшие выходные. Я начну с разбора полетов мужчин, а Тарас займется дамами. Собственно говоря, кто в чем разбирается, тот о том и говорит. Без вариантов. В третьем туре команды мужской суперлиги провели на площадке в общей сложности 28 партий или 790 минут игрового времени на всех. Самый насыщенный сет в матче «Факела» и «Динамо» из Ленобласти потянул на 66 розыгрышей. Именно в этой партии случился эпизод, которому мы вручаем переходящий титул «Момент тура». Первый сет, 32 очко «Факела». Самый результативный игрок тура ожидаемо обнаруживается в одном из 5-сетовых матчей. Егор Клюка насобирал в Питере 34 очка в игре с Белогорьем. И это как раз тот самый совсем необязательный случай, когда первого по результативности можно определять в MVP тура. 16 октября Егор снова переехал по ходу пьесы с позиции доигровщика на позицию диагонального, что в «Зените» в последнее время превращается в традицию. В итоге Клюка завершил матч с 60% эффективности в атаке, 6 эйсами и показателем полезности плюс 19. Всего 13% позитивного приема мы смело выведем за скобки, потому что при общем количестве этих самых приемов у Егора аж 8 штук. Сия статистика не оказала значимого влияния на игру. В номинации «Джокер тура» первую позицию по нашей версии захватил Виталий Попазов. Второй диагональный Кузбасса в игре с «Нефтяником» материализовался на площадке по ходу третьего сета из 4 случившихся в матче и успел набить в атаке 8 из 12 при нуле проигранных мячей. Ни одной ошибки, ни разу не был закрыт блоком. Ну и заодно именно на его серии из 4 подач Кузбасс сбежал от Оренбурга в третьем сете. Событие тура – домашняя победа «Локо». Поражение «Динамо» – это вообще большая редкость, поражение 0-3 тем более. Популярная статистика про то, что такого не было 602 дня, требует небольшого дополнения. Речь идет про дела на российской арене. А что касается международной, то все-таки стоит вспомнить, что матч с Трента в отборе Лиги чемпионов случился 28 октября 2020 года, то есть менее года назад. А там как раз тоже был счет 0-3. Ну а к предыдущему сухому поражению «Динамо» в Суперлиге имели, кстати, самое прямое отношение нынешние обладатели московской прописки Подлесных и Керминен, которые по ситуации на 22 февраля 2020-го выступали за Кузбасс. Новосибирск по итогам 3 туров одна из 2 команд наряду с Казанью, которые, во-первых, не теряли очков, во-вторых, не проиграли еще ни одной партии. Фото тура. Снимок, на котором игроки Урала видят явно нечто размером с 3-этажный дом, и это нечто, видимо, пытается пройти сквозь бетонную стену игрового зала. Загадка тура. Что показывает Егору Клюке Женя Гребенников? Кстати, можете предложить свои варианты. В третьем туре женской суперлиги команды провели суммарно 26 партий или 655 минут игрового времени на всех. Самый быстрый сет в режиме практически спринта организовали в Москве «Динамо» с Метаром. 36 розыгрышей за 18 минут.
Именно в этом матче случилось явление тура. Впервые со старта чемпионата на площадке появилась Элица Васильева и немедленно нашла подходящего соперника, чтобы набить прям чемпионскую стату. 22 очка за игру, продолжавшуюся час с мелочью, это богато. Фундамент богатства — 73% эффективности в атаке. Поэтому в качестве момента тура не мелочимся и выбираем сразу 3 в одном. 19-е очко «Динамо» во второй партии Васильева по линии. 20-е. Нате вам скидку. Следующее 21-е. Нате вам атаку в ход. Веселье тура приключилось в первой половине третьего сета в игре Протона и Тулицы, где счет 5-1 в пользу Саратова за несколько минут превратился в счет 9-6 в пользу Тулы. События тура: относительно спокойная и уверенная гостевая победа Локо в Казани. В этой же игре, немного поскрипев серым веществом, находим MVP тура по нашей версии в лице Мальвины Смаржик. Польская диагональная хоть и не насобирала такую коллекцию скальпов, как Элица Васильева, но ей все ж таки соперник попался поосновательнее из тех, кто примеряется к подиуму. На выходе у Смаржик объективно лучшая личная статистика с начала чемпионата. 18 из 35 в атаке, 2 очка на блоке и суммарные плюс 15. Спецприз всегда в игре достается Андрею Воронкову, который не забыл оказать качественную помощь своей команде в защите. Трансфер тура — относительно внезапное появление Веры Ветровой в Казани. Уже в первом матче она получила плюс-минус одинаковое время с Лазаревой, и ни одна из пасующих это самое время себе явно в актив занести не сможет. Фото тура — Юлия Подскальная, которой капитанскую ленточку на форму для игры оперативно изготовили из пластыря. Как раз после того, как уже бывший капитан Краснодара Ветрова перебралась в Казань. Удивительные итоги тура, которые нам говорят о чем? О том, что жизнь, если и не лучший режиссер, то один из очень неплохих. Я предлагаю двинуться дальше как раз-таки в сторону режиссуры. Ну как, внезапно, да? Ровно по этой причине наша следующая рубрика и будет называться «Внезапная». Она скорее не о волейболе, а о том, что неожиданно пришло нам в голову. А в данном случае нам в голову пришла идея поговорить о кино. С кем? А вот прямо сейчас и узнаете. Итак, в рамках прямого телемоста, как это сказали в былые времена, Москва-Санкт-Петербург, на связи с нами сейчас Игорь Колодинский. Игорь, привет! Решили с тобой внезапно поговорить про кино. В рубрике «Внезапное». Давай приступим. Я надеюсь, ты к этому ко всему готов. Я надеюсь тоже. Первый вопрос. Значит, понятно, что полнометражное художественное кино про спорт вводится в наших широтах в общем изобилии. Все прекрасно помнят фильмы про хоккей, баскет, футбол. Помнишь ли ты отечественное кино про волейбол хоть какое-нибудь? Слушай, я на самом деле очень люблю смотреть подобные фильмы. Про спорт смотрел и «Легенда 17», и «Движение вверх», но, к сожалению, про волейбол ничего подобного вспомнить не могу и не смотрел. Представим, что художественный полнометражный фильм о волейболе снимают про тебя. Как ты считаешь, как ты думаешь, это будет фильм про пляжника Игоря Колодинского или фильм про связующего Игоря Колодинского? Сделай выбор. Я на самом деле думаю, что, наверное, лучше будет снимать не про то и про другое, как раз про муки выбора. Как я переходил сначала с одного вида спорта на другой, а потом возвращался обратно. Потому что эти периоды, они не совсем простые. Кто сыграет в этом фильме тебя? Выбери любого актера с планеты Земля, хоть отечественного, хоть голливудского, хоть японского. Твое мнение. Мне очень нравятся такие фильмы, как из комиксов Marvel, поэтому я, наверное, выбрал бы актера, который играет Капитана Америка, это Крис Эванс. Очень важный вопрос. Кого могли бы сыграть в этом фильме Козловский и Петров? Без них в нашем кино уж как-то сложно снять хоть какой-то фильм. А Безруков кого будет играть? На самом деле все просто. Когда мы будем снимать сцены пляжного волейбола, то Петров будет играть Барсука, а
А Козловский в классическом волейболе будет играть Тетюхина. Пойдет так? Ну, нормально, отлично, да. При этом, мне кажется, что если мы уж вспомнили о Безрукове, то он давно уже перешел в ту возрастную группу актеров, которые должны сыграть, ну, какого-нибудь тренера. Кого бы ты хотел видеть режиссером этого фильма? Назови любого, хоть отечественного, хоть голливудского, хоть японского и так далее. Не знаю, если честно, с режиссерами у меня проблема. Я могу вспомнить только Люка Бессона. И если сделать какой-нибудь интересный экшен из всего этого, то пускай он снимает. Ну, нормально, согласен, да. Будет дорого, богато, масштабно. Представь, что тебе нужно выбрать локацию, где волейбол получится снять, с твоей точки зрения, круче всего, правильнее всего. Что это будет за место на планете Земля? Слушай, ну, наверное, если мы будем касаться пляжного волейбола, то без пляжей Копакабаны не обойтись. И Швейцария, Норвегия, Австрия. Мы пройдемся, наверное, по всем этапам мирового тура. А то, что касается классического волейбола, ну, возьмем такие знаковые, наверное, места в моей карьере. Это Белгород, Уренгой, ну и Питер, конечно. Слушай, отлично. И последний вопрос, общий. Назови любой художественный фильм о спорте, наш или не наш, это не имеет значения, который нравится тебе настолько, что ты готов его не раз пересматривать. И я его не раз и смотрел. Это Moneyball. О, слушай, у нас тут с тобой идеальное совпадение, потому что Moneyball — фильм, который я посмотрел раз, наверное, 8, и с большим удовольствием посмотрю еще 9, 10, 11 и 12. И надеюсь, что нам как-нибудь удастся с тобой в ближайшем будущем накатать сценарную заявку хорошего художественного фильма про волейбол. Пока! Договорились. Я, кстати, тоже не помню ни одного фильма про волейбол, ну, нашего производства, как минимум, да и зарубежного тоже. Но я знаю, есть у нас сериал «Дылды», но он как бы около волейбола, насколько я понимаю, из того, что я видела. В общем, да, и там даже минуты полторы в начале сериала, насколько я помню, Павел Деревянко работает тренером. Как бы московского «Динамо». Что-то такое. Я знаю, например, давай вспомним, что есть из зарубежного. Есть сериал Там есть кое-что, да. «Сезон чудес», точнее, не сериал, это мелодрама. Да. Что-то пару лет, в 2018 году, 2018 по-моему, год. выпущен. Так точно. Небольшой сбор у них кассовый, ну, типа спорт, я не знаю. Ну, вообще спорт набирает обычно кассу. Ну, мелодраматические подробности из жизни школьной волейбольной команды. Ах, я знаю, что там играет классная актриса, которая играла в кино с Мелом Гибсоном «Чего хотят женщины», Так точно. Хелен Хант. Да. Хелен Хант. Вот только ради нее, наверное, стоит посмотреть. Значит, и из того, что еще накопал я примечательного, комедийный французско-бельгийский хоррор Girls with Balls того же 2018 года, как бы выпуска, прокатное русскоязычное название у этого творения «Девушки с мячиками». Этот перевод слишком буквальный и не вполне верный с моей точки зрения, но у нашей программы все-таки есть возрастные ограничения, поэтому без правильного, как мне кажется, перевода придется обойтись. Если в двух Девочки словах... с мячиками? Девочки Или- с мячиками. Да. Значит, если в двух словах, это кино про женскую волейбольную команду, которая вдруг внезапно заехала куда-то не туда, в глухой лес, и понеслась. Короче, смотреть это точно не надо. Так, все, про кино все. Даешь что? Даешь про соцсети? Да. Впереди у нас прекрасная рубрика «Позитивный флут». Я ее очень люблю, потому что по статистике моего айфона именно в соцсетях я провожу 68% моего времени в сутках. Вот что мы накопали на просторах интернета. На прошедшей неделе волейбольный клуб «Факел» обнаружил, что он является самой молодой командой Суперлиги. 23 года и 85 дней. Ну и, собственно, к этому прилагается списочек с данными по всем остальным командам. Кузбасс у нас, получается, самая возрастная команда. Блин, не поленились, ведь даже до дней досчитали. Короче, уважаемый клуб «Факел», мы ждем от вас статистики по весовым категориям, по росту, по, я не знаю, по объему жира в организме. Очень интересная статистика. Кстати, есть такая. Но сейчас я хочу обратить ваше внимание на прекрасных девчонок из клуба «Лока». Они записали поздравления в адрес своего фан-сектора.
Дорогие наши фанаты, дорогой наш фан-сектор, мы хотим поздравить от нашей команды вас с днем рождения и пожелать, самое главное, побед и здоровья. Наша команда! Наши фанаты! Вместе мы локомотив! Что можно сказать по этому поводу? Все здорово, но слово «бодры» надо все-таки говорить несколько бодрее, а слово «веселы». Ну, может, они записывали после тренировки, и от этого, знаешь, сил уже не было достаточно или еще чего. Не, ну, по крайней мере, на самом деле в адрес болельщиков отправили поздравления. Это всегда хорошо. Это только приветствуется. Поехали дальше. Что у нас там? А дальше мы имеем следующую новость. Женский волейбольный клуб «Динамо» анонсировал на прошедшей неделе, что у команды появилось мобильное приложение для iOS и операционной системы Android. Все прекрасно, но потребитель жалуется. Потребитель, который хотел зарегистрироваться в приложении по ту сторону границы. Он пишет, в частности, вот что. I found application by typing in Russian, but can't register by phone now. Waiting you to provide for another country. Love Гончарова, Love Динамо. В общем, проблема заключается в том, что для того, чтобы попасть в это приложение, требуется только российский номер телефона. А болельщики у московского «Динамо» и конкретно у Гончарова есть, оказывается, далеко за пределами И даже Российской в Федерации. Таиланде. Даже в Таиланде они тоже есть и тоже не могут зарегистрироваться. Приложение хорошо, но надо как-то развивать его дальше, чтобы к нему могла подключиться аудитория со всех городов и весей Земли. Пошли дальше. Что у нас еще есть из соцсетей, на что мы обратили внимание? Александр Борисович Савин, чемпион всего в этом виде спорта, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира с внезапной инспекторской проверкой. Где? С внезапной инспекторской проверкой на территории аппаратной телеканала «Старт». О как. И следующую картиночку поставьте нам, пожалуйста. Оп. И Александр Вроде Борисович как Савин кино делаем. в нашей студии. Вроде как кино делаем. Подписал он. Это, Да. видимо, первое все-таки то кино про волейбол, которое мы будем помнить всегда. Собственно, к чему бы все это? Это все к тому, что на самом деле меньше года остается до чемпионата мира по волейболу в России, который будет, напоминаю, проходить в 10 городах. Ну и мы вокруг этой темы, конечно же, хотели бы походить кругами разного диаметра. А мне, знаешь, что нравится? Вот в том, что чемпионат мира по волейболу будет именно в 2022 году. То, что вот в 2022 году будет ровно 40 лет с того момента, как наша мужская сборная по волейболу выиграла чемпионат мира. И мне кажется, это очень знаменательная история, и мы должны обязательно победить. А вот как раз-таки одним из героев этого самого чемпионата мира в 1982 году был Александр Савин. Очень простые водные. Дело было в Аргентине. В полуфинале наша сборная победила как раз аргентинцев, а в финале сборную Бразилии. Все остальные подробности смотрим. Дамы и господа, у нас в студии заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион СССР. Александр Борисович, спасибо. Добро пожаловать. Большое спасибо, что всем. Зашли. Вон, посмотрите, какие замечательные коробочки. Собственно, они на протяжении всего разговора будут у нас на столе. Здесь как раз первая золотая медаль чемпиона мира. Это 78-й год. Вот так вот она выглядит. 82-й год, как раз тот чемпионат мира, о котором у нас в первую очередь и пойдет речь. Сегодня сразу видно, что коробочка приехала откуда-то из Аргентины, да? И медалька, соответственно, тоже. Для меня лично. То, что запомнилось, что вот эти медали, первенство мира, да, вот Аргентина, мы оттуда приехали из Бразилии, мы там сидели на сборах, и вот если знаете, да, у нас со всех этих книжек, Рим мне вообще не понравилось. И вот Буэнос-Айрес намного для меня лучше, чем Ригу. Чистенький город, чистенький это, понимаете, да, чем отношения не те. Очень много русских было. С полуфинала это вот с Аргентины, 12 тысяч, это Луна-парк. Вышли, закидали нас бумагой туалетной, наверное, минут 10 кидали. Ну, они так все кидают. То есть это полка тоже было, это вот сантиметров 20 было вот эта бумага. Убрали, начали играть, а судья американец, Деверпорт, вот тот, который вот отец. Папа теннисистки Линдсей Девенпорт. Да. Вот после первой партии начали кидать монеты. Вот 100 песо, это вот
Старый было полтинник, вот, достаточно убийственное. Попали судья, он слез, я не буду судить, ушел куда-то самое, минут через 10 его вернули, посадили, начали играть. 2-0 опять же начали кидать, и попал ему там что-то чуть не в лицо. Он ушел, слез, короче, утерся, уже мы пошли. Я говорю, слушай, ну давай, осталось 10 минут, сейчас мы быстренько. Вот, и вот 3-0 вроде как, вот, но сил очень много ушло. Тем более с местными, тем более в Южной Америке. Ну, когда вот орет 14 тысяч, ну, знаешь, и тебя что-то кидают. Сначала бумагу, потом вот эти вот полтинники, которые судья съелся, понимаешь, и это не очень легко. А финал называется «Не надо злить русского медведя», когда вышел Десиль, это был пасующий капитан, с флагом Аргентины, тут на меня такое нашло. Я показал через поле, что я тебя лично, я тебя, вот все. После этого он меня видел, все, ну иначе, что-то не помню. В общем, сумел вас грамотно мотивировать. Да? Вот то, что меня точно запомнилось, это у Платонова, он достал зуб, вот так вынул, ну вот это, представляешь, зуб лежит на это самое, там кровь с него. Я говорю, сядь, посиди, сейчас мы их быстренько за полчаса с душем. Он сел, никуда не лез. И вот 3-0. Достоинство той команды было, что вот ради чего-то, допустим, там, ну, вот, первенство мира, да, мы знали, вот это делать нельзя, и вот это делать нельзя. И если кто-то что-то нарушил, это он имел дело не с Платоном, а имел дело с нами. Она была четкая. От начала до последнего свистка. И эмоций ноль. Даже утром, когда выходили на разминку, у нас был такой закон. Все эмоции вечером. Не надо себя, чтобы ты сгорел до какого-то момента. Но вот когда все закончилось, да, о чем говорю, вот самое, вот, знаешь, когда кончилось, вот садишься, и ничего не надо. Не хочешь никуда идти. Было очень тяжело, честно говоря. Расслабуха была после первенства мира. Честно, я могу такие вещи сказать, но не надо. По силе, то сборной нету равных, я честно говорю. Могу сказать, Сухуми, сбор по ОФП, это без волейбола. Это вот 45 минут, начали 42 тонны, там поднять и сжать, закончишь 62. После заходишь на стадион, бежишь, тест Купера, это на пятерку за 9 минут 6 кругов. Я прибежал на пульсе 307 в 10 секунд. Вот результат, вот тебе пульс 307 за 10 секунд. Вот он. Ну и раз уж мы начали говорить о чемпионате мира, который пройдет в России в следующем году, самое время перейти к супер-розыгрышу. Друзья, у меня в руках уникальная коробка с жеребьевки мирового турнира. Она раздавалась почетным гостям. Здесь, вот видите, у меня здесь еще мешочек с магнитиками стран-участниц. Здесь флаги. Она может достаться одному из вас. Для этого нужно перейти на инстаграм-страницу телеканала «Старт», найти пост с розыгрышем и первым правильно ответить на этот вопрос. 23 октября пройдут матчи 4-го тура мужской суперлиги. Дайте свой прогноз. Угадайте, пожалуйста, общее количество партий, которое будет сыграно во всех матчах этого тура. Первый угадавший становится обладателем коробки. Итоги подведем уже в следующей программе про воли, которая состоится уже через неделю. Мы же с вами на этом прощаемся. Тарас Тимошенко, Эмма Гаджиева. Говорим вам до скорых встреч, друзья. Пока-пока. Пока-пока.